Я достаю 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и затрагивает все сферы жизни человека. Итак, прогноз на сентябрь для знака Рыб. Первая карта. Карта Мага. В сентябре вы будете очень сильны в партнерских отношениях. Вы будете чувствовать, что бразды правления в этих отношениях в ваших руках. Это может быть и как в личных отношениях с вашим мужем, либо женой, либо в партнерских отношениях с вашими коллегами по работе, либо бизнес-компаньонами. Вам будут даны определенные силы, привилегии для того, чтобы решать, куда вы дальше идете, что вы дальше хотите с этим партнером, например. Вот как будто бы вы держите ситуацию в своих руках относительно ваших отношений. Мы сейчас еще будем открывать другие карты и посмотрим, что может еще нам в отношениях колода сказать. Относительно финансовой ситуации все просто прекрасно. Здесь вот королева на троне, и, естественно, это женщина, у которой все есть, и она довольна собой. Не исключено, что у вас поднимется самооценка, может быть, в связи с тем, что вы начнете какие-то средства вкладывать в себя, в свою красоту, в свою внешность, в образ, в одежду, в то, что вам нравится. Может быть, просто вы начнете больше зарабатывать, и это дает вам какую-то определенную силу, уверенность в себе. Ну, вот это, как я говорю, самооценка. Интересная карта в секторе общения. Здесь у вас будет много приятного общения с людьми, с единомышленниками. Благодаря вашему общению правильному люди даже могут дарить вам какие-то подарки, могут давать вам какую-то необходимую информацию только за то, что вы вот такой добрый, хороший человек. Просто действительно это так. Здесь, видите, они подносят ему дары. За что? За то, что он жрец в храме, да, например, и вот и так же и вы должны как-то, может быть, когда-то вы помогли людям добрым словом, что-то сделали для них, и вот сейчас вы получаете вот эту благоприятную карму в ответ. Благоприятны здесь поездки, покупка, например, автомобиля подержанного, потому что все-таки ретро-Марс, да, и с благодарностью принимать все то, что вам дает Вселенная, не нужно отказываться. Может быть, кто-то решит заплатить за вашу учебу, за ваши курсы, кто-то решит вам сделать какой-то такой подарок, поездка какая-то, оплатить билеты. Принимайте эти дары, потому что это вам свыше идет. Это говорит о том, что главная цель в сентябре для вас – это ваш партнер, вы друг другу смотрите в глаза, вы видите, что вы вместе, что вы нацелены на одно и то же. Да? И здесь вот карта Маг у нас тоже в первом секторе говорит о том, что вы сильны как пара, и вы почувствуете особенно эту силу, возможно, в сентябре. Может быть, кто-то из вас решит объединиться как-то. Здесь даже вам не надо ничего делать, одно ваше слово, и партнер будет готов на все в связи с картой, да, вот этого мага. То есть вы как бы сами делаете из партнера того человека, которого вы хотите видеть рядом с собой, и он позволяет вам это делать с ним. Но в некоторых, конечно, может быть, случаях партнер будет таким манипулятором. Не исключено, что вот здесь в колбе у мага это как раз вы сидите, и он как бы из вас делает то, что вам нужно. Но судя по этой карте, союз у вас очень гармоничный, поэтому не исключено, что вы как-то укрепитесь в этом союзе, может быть, будете совместно работать. Может быть, у вас, если это вообще не связано с партнерскими отношениями, да, то у вас будет на работе такой союз плодотворный с кем-то из коллег, с начальством будут хорошие отношения. Бывает такое, например, когда мы приглашаем начальника с женой, допустим, к себе в дом, да, или они приглашают вас к себе, вот такие даже отношения могут быть. Здесь будьте осторожны, потому что кто-то из ваших, например, романтических партнеров, да, может уводить вас не туда, может вам говорить, что он там в вас влюблен, что он хочет с вами отношений, или расписывать какие-то свои определенные качества, которые на самом деле неправда и которые нужно проверять еще дополнительно. Это может касаться и других каких-то сфер жизни. Например, вы собрались покупать какой-то бизнес, либо что там может быть, каким-то творчеством, допустим, заниматься, и вам говорят, как хорошо, как вы можете развить себя, да, если вы, например, поступите в эту астрологическую школу, ну, к примеру, да, как здесь прекрасно учат, что мы вам расскажем, все такое, но по факту, по сути, может быть, потом, да, вы поймете, что вам эти знания не были нужны, либо вас учили долго, а мало что преподали, да, то есть вот что-то такое, куда-то вас заводит эта дудочка, возможно, не совсем в ту нужную сторону. Это может касаться отношений с детьми, например, ребенок может вас обманывать.
То есть здесь будьте осторожны. Ну и это касается каких-то увеселительных поездок, отпуска, да, потому что вы можете, например, вам могут пообещать хороший отпуск, интересную экскурсию, какую-то скидку, да. Ну, в общем, вся реклама, не стоит доверять, наверное, очень много. Также вы будете склонны, возможно, выставлять себя, допустим, в социальных сетях или перед какими-то людьми на каких-то конкурсах не тем, кем вы являетесь, либо победитель в каком-то конкурсе, да, человек, которого вы знали или которому вы следовали, окажется не тем, в итоге не таким уж замечательным, как он себя представлял. Заключительная 6-я карта, да, это у нас самый глубокий сектор гороскопа, один из самых важных, я не устаю это всегда повторять. И здесь у вас вышли такие карты, когда вы чувствуете в душе, что вам хочется покоя, защиты, такой маминой заботы. И вам, возможно, будет ее не доставать. Вам нужно, чтобы вас успокоили, пожалели, ну, чтобы вы почувствовали себя в безопасности. Конечно. Давайте еще спросим совет из колоды Ленорман, что нам посоветуют эти карты. Как вам, рыбам, прожить лучше этот месяц? Интересно, да, выходят такие карты, и лиса, и любовь здесь. Ну, что я могу сказать? Как и по карте маг, да, он тоже хитрец. И здесь у нас выходит лиса. Это может говорить о том, что партнер ваш, либо вы сами можете действовать с каким-то умыслом. Но, несмотря на это, любовь в ваших отношениях все равно присутствует. То есть иногда нам, наверное, стоит хитростью какой-то, особенно если вы женщина, да, какие-то манипулятивные действия совершать для того, чтобы дело продвинулось. Но здесь я вижу любовь, поэтому у вас здесь уже эти карты выпадали, поэтому, в принципе, на партнера вам можно надеяться, можно с ним общаться на какие-то интересные темы. Здесь у вас, видите, карта птицы, которая говорит о том, что вы будете много щебетать вместе, у вас будет много интересных тем для разговора. И, может быть, здесь будут какие-то такие недоброжелатели, которые вам про вашего партнера будут петь такие песни, что он там чего-то не делает, что он, может быть, хитрит, что он там для себя что-то хочет. Не слушайте этого, потому что здесь в отношениях всегда есть какие-то манипуляции. Без этого никуда не уйдешь. Но если это в итоге укрепляет союз и пару, почему бы и нет? Итак, сразу 2 карты у меня здесь вышло, поэтому давайте их рассмотрим. Это полная луна в раке и новая луна в знаке весах. Ну, о чем нам эти карты говорят? О том, что у вас, конечно, в отношениях может наступить какой-то новый цикл. Но вот здесь уже, да, более, так сказать, чисто видно, да, что может быть, потому что здесь уже, судя, да, по этим картам, которые вышли, я уже могу сказать, что это вы даже будете вот этой хитрой лисой, и вам, несмотря на то, что у вас есть, допустим, какие-то партнерские отношения, вы не откажетесь и пофлиртовать с кем-то еще и на стороне. Может быть такое даже, рыбы. Будут либо какие-то люди вокруг вас будут скапливаться, которые могут склонять вас к какому-то легкому флирту. Но все-таки по полной луне в знаке рака вы выбираете семью, это для семейных людей, либо же у вас будут отношения, ваши эмоции доведены просто до предела, потому что здесь у нас рак уже был, и вот эти вот отношения с мамой, внутри семьи, работа над вашими страхами, какие-то эмоциональные надрывы даже у вас могут быть, и вы должны вот их будете преодолевать. Может быть, это страх создать семью, страх быть матерью, много всего, да, может быть здесь. Так что вот такие вас ждут энергии и эмоции в сентябре, дорогие рыбы. Я желаю вам всего самого замечательного и до встречи на моих новых видео. Всем пока!